Всем привет! Перед вами список героев, которые поддержали канал и этот сюжет в целом, а 54-й вновь собрал на часовую серию, за что ему отдельная благодарность. Ну и также благодарность вам, дорогие друзья, за то, что пишете комментарии и ставите лайки. Ну, благодарю тех, кто это делает. А кто не делает, тот сраный Мизуки. Тот самый, который из аниме Наруто. Но это 50-я, юбилейная часть. Погнали! Глава 50. Тренировка с Джираей. Мы спокойно шагали по улочкам Канохи. Несмотря на ужасную войну, люди находили в себе силы улыбаться. Жители деревни оптимистично обсуждали текущие события. Радуясь скорому миру, дети вновь мирно играли на улицах в догонялки, сопровождая это шумными выкриками. «Вижу, ты очень радуешься такой атмосфере», — отметил Джирая, смотря на мое улыбающееся лицо. «Вы правы, в последнее время я видел лишь смерть. Множество людей вокруг меня погибало, отдавая свою жизнь за деревню. Сейчас я вижу, что их жертва не напрасна. Теперь эти дети могут вновь беззаботно играть на улице и не умирать на полях сражений». «Думаешь, это последняя война?» – спросил Санин как бы вскользь. «Будут и другие», – ляпнул я, тут же осознавая, что потерял бдительность, после чего моментально добавил. «Возможно. Но, думаю, теперь великие деревни поняли, что есть и другие решения проблем». «Вот как?» — ответил Джирая, прищурившись, смотря на меня, после чего улыбнулся и сказал: «Как бы там ни было, ваше поколение действительно поражает. Думаю, в будущем вас так и окрестят. Дети войны». «Ха, надеюсь, что нет», — неловко пробубнил я. «Хотя я с тобой согласен, созидать гораздо лучше, чем разрушать. Вот, например, смотри, какая красота, аж глаз радуется», – воскликнул сенсей, показывая пальцем в сторону. Я быстро повернул голову, желая понять, что же там такого, что его впечатлило, но в той стороне увидел лишь молодую девушку, которая зазывала всех на лавку. «Учитель, я немного не понимаю», – в недоумении промолвил я, пытаясь проследить, куда же он указывает пальцем. Санин схватил меня за плечо, придвинулся и прошептал: «Да вон же, смотри, какая красотка!» Кивнул он головой в сторону все той же девушки. «Талия, словно молодое деревце, чистая кожа, упругая». От таких слов мне стало жутко неловко, и я затараторил. «И я понял. Девчушка обернулась в нашу сторону. Джирай стал глубоко выдыхать воздух носом. Мое лицо было в полном недоумении. Что с ним такое? Это прям-таки животный взгляд. В этот момент я вновь перевел взгляд на девушку. Она слегка смутилась и тихонько хихикнула в ладошку. О боги, какой же позор. Я чувствую себя извращенцем. Молодая работница лавки маленькими шажками приближалась к нам. Ее голова была слегка опущена вниз, а рука то и дело поправляла прядку русых волос. «Смотри!» – прошептал Джирая, чуть ли не выпячивая глаза. «Сейчас ты увидишь, почему я считаюсь покорителем женских сердец». «Чего? Так он тут флиртовал, что ли?» Наруто часто называл его извращенный отшельник. Я-то думал, что это шутка. Что теперь о нас подумают? Джирая выпрямился, выставив грудь вперед. На его лице появилась улыбка, а глаза хищно прищурились. Заняв гордливую позу, он ожидал, пока девушка заведет с нами диалог. «Простите, вы ведь тот самый?» «Ха, да, именно я тот самый великий очаровательный», — попытался представиться Санин, но тут же был прерван. «Ой, простите, дедушка, я про юношу, что вас сопровождает». Почтительно склонив голову, извинилась она. «Дедушка?» – пробубнил наставник. Лицо Санина выглядело сконфуженным. Улыбка сменилась на недоумение. «Да?» – спросил я, моля мироздание, чтобы Джирай и дальше находился в ступоре. «Вы обитаучиха, верно?» – нервничая закончила та, неловко переминаясь с ноги на ногу. Я кивнул. Затем выдохнул, стараясь вернуть себе уверенность. Девушка же достала из-за спины небольшую бумажку, резко и низко поклонилась. Вся моя возвращенная уверенность вновь улетучилась. «Пожалуйста, примите это», – громко продекларировала она. «Прошу, перестаньте кланяться, мне жутко неудобно», – также нервно тараторил я, махая руками. Девушка тут же положила мне в ладонь небольшую бумажку. Прочитав ее, я понял, что это что-то вроде подарочного купона. «Это мне? Но за что?» Вы спасли моего брата. Наверное, уже и не помните, но он рассказывал, как вы вытащили его с поля боя в атаке на скрытый камень.
день. Я столько вас искала, ведь даже не знала вашей внешности. И вот сегодня наконец-то отыскала. Спасибо вам огромное. Я пытался вспомнить тот день, участвуя в операции по выведению скрытого камня из войны. Мы действительно понесли большие потери, и ренинов не хватало, поэтому вытаскивать раненых приходилось и обычным шиноби. Теперь мне немного стыдно, что я даже не помню имени того человека. Правда, не стоит. Я рад, что ваш брат в порядке, это же самое главное, заявил я, положив руку на плечо девушки и добродушно улыбаясь. Та слегка сжалась, краснее еще сильнее. Да что ж такое, я уже привык, что Рин меня подкалывает, а ее смущение вижу лишь в особо чувственные моменты уединения. Как мне себя вести-то? Спасибо вам, это купон на бесплатную выпечку в нашей лавке. Обязательно приходите, если хотите, и можете привезти своего дедушку. Мы вас обслужим по высшему разряду и бесплатно. Моя матушка делает замечательные булочки, быстро произнесла она, словно скороговорку. Дедушка, она опять это сказала, тихо прошептал окончательно добитый Джирайя. Его лицо было бледнее мела. Громко кашлянул я, чтобы заглушить его комментарий. «Мы обязательно зайдем!» Лицо девушки засияло радостью. Она сложила ладошки вместе, еще раз поклонилась и убежала, махая нам рукой. Я облегченно выдохнул и посмотрел на наставника. Тот получил удар в самое сердце. «Джирая сама, вы в порядке?» «Обита, скажи мне кое-что!» Холодным и даже злым голосом произнес он. «Да? Что? Неужели? Я настолько стар!» Прокричал учитель так громко, что мне пришлось даже прикрыть ему рот ладонью. «Да тише вы, нас же услышат!» «Плевать! Почему ты? Ни одна девушка не устояла бы против моей красоты! Может, у нее плохое зрение?» А он точно великий санин. Это поведение больше смахивает на подростка, и его возмущение только нарастает. Да и люди на нас уже сильнее пялятся. Нужно срочно что-то делать. Нет, вы несомненно в отличной форме. Просто она хотела вернуть мне долг только и всего, утешительно проговорил я. Правда? Да, ну, вы ведь могущественный санин, само собой приковываете взгляды. Нагло льстил я, лишь бы мой наставник прекратил этот цирк. Бдительно присмотрелся ко мне тот. А ты прав. Как я всегда говорил, остановиться на одной неудаче, потерять удачу вовсе, а? Я неловко засмеялся, начиная думать, что практика с Минато-сенсеем была бы лучшим вариантом. Знаешь, Обита, довольно спокойно продолжил Джирайя, смотря куда-то вдаль. Видать, ты славный малый, раз люди готовы даже спустя большое количество времени найти тебя и отблагодарить. Это дорогого стоит. В эту секунду я ощутил теплоту, которая исходила от этого человека. Быть может, все его кривляния – это просто маска, за которой скрывается заботливый и чуткий наставник. «Поэтому», – сказал он, переводя взгляд на меня, – «ты должен был взять у нее контактные данные, дурачина!» «Зачем мне это, черт подери?» – не выдержал я и прокричал. «У меня любимая девушка есть так-то!» «Для своего наставника, дурень ты!» Также завопил санин, после чего мы уперлись лбами. «Вы чертов извращенец!» «Я не просто извращенец, а супер-извращенец!» Гордливо заявил он. Хочется просто ударить себя по голове за те мысли, которые у меня были несколько секунд назад. Этот человек неисправимо похотливый старик. Пока мы продолжали свой путь, я упорно думал. В моей голове никак не укладывалось, как такой человек мог быть наставником Наруто. Конечно, будучи Мадара, я многое узнавал о великом Санине, но его личная жизнь интересовала меня меньше всего. Хорошо, что юнец не перенял повадки учителя, а то мое поражение смотрелось бы крайне смехотворно. Будучи погруженным в раздумья, я не заметил, как мы уже подошли к выходу из деревни. Лишь на тропинке к лесу я осознал этот факт. «Джирайя-сама, разве мы не должны были идти на тренировочную площадку?» «Так мы и идем. Но там же лес». Есть у меня одна хорошая, просторная поляна, как раз на случай таких занятий. К тому же, если уж я взялся обучать тебя фуинзюцу, то хотел бы делать это без лишних глаз». Последние слова он проговорил с толикой отвращения. «Вы говорите о Данзе, не так ли?» – серьезно спросил я. «В точку. Удивлен, что ты довольно точно подмечаешь мои мысли, Обита. Скажем так, я и сенсей не верим этому старику. Несколько раз имел с ним не самые приятные разговоры». «Значит, он уже положил на тебя глаз», – задумчиво пробубнил Санин. «Тогда тебе стоит быть осторожнее в своих действиях. Данзе Шимура не из тех людей, которые просто так бросают свою цель». «Я учту это». «О, мы пришли», – отвлекся наставник, указывая пальцем сквозь заросли кустов. Это была довольно большая полянка с огромным прудом. Я вспомнил деньки, когда следил за Какаши. Тогда мы поймали большую рыбу, которую я так и не донес до дома. «Чего это ты такой грустный? Не нравится?»
С интересом спросил Джирайя. Нет, место отличное, просто вспомнилось кое-что, ответил я, грустно улыбаясь. Такой взгляд может быть только при очень сильной потере. Поверь, я знаю, подметил учитель, положив руку мне на плечо. Поэтому давай-ка отбросим ее на время. Искренняя улыбка этого человека напомнила мне о Наруто. Хоть в этом они похожи, неунывающие оптимисты. Хлопнув себя по щекам, я вытянул большой палец вперед и, усмехнувшись, проговорил. «Я готов, учитель. Буду стараться изо всех сил». «Вот это настрой!» – похвалил меня тот. «Тогда давай приступим». «Да». Наставник встал напротив меня, сложил руки на груди, прикрыл глаза и менторским тоном начал свой урок. Честно говоря, я не знаю, с чего бы начать. Думаю, Минато успел научить тебя азам, но фуинзюцу – довольно непростая вещь. Высшие техники дают значительное преимущество, каким сильным не был бы враг. Поэтому мне нужно проверить уровень твоих навыков». Я сосредоточенно внимал его словам. «Поэтому, если, например, ты меня ударишь…» Я не дослушал. На слове «ударишь» мой кулак рефлекторно полетел вперед, врезавшись в живот Джирайи. Великий Санин выпучил глаза и резко выдохнул, схватившись за место, куда попал удар. «Я же не сказал, что нужно бить, засранец!» – прошипел он. «Простите, я уже просто привычку выработал, мне жаль». «Ну и ну!» выпрямился наставник, глядя на меня с азартом. «Вижу, ты весьма нетерпеливый, да и сила у тебя есть. Что ж, я тоже предпочитаю учиться на практике, поэтому проверим тебя в тренировочном бою». Я напрягся, взгляд мудреца стал серьезней. За ухмылкой явно скрывался какой-то умысел, все мое нутро било тревогу. «Ограничений нет, пользуйся чем угодно, даже своими знаменитыми глазами, я не против». «Хорошо», – ответил я, сжимая кулаки. «И когда начинаем?» «Прямо сейчас!» – выкрикнул он со всего размаху, целясь кулаком мне в живот. Несмотря на невероятную скорость, я использовал технику подмены и тут же скрылся в ветвях деревьев. Бревно, которое служило заменой, с хрустом развалилось на две части. Джирайя встряхнул кулак и громко сказал. «Ха, простая и банальная техника. Значит, ты был готов к подобному. Неплохо, Обита!» Я едва слышно выдохнул, смотря сквозь плотные ветви, которые здесь уже покрывались молодой листвой. Мой противник просто спокойно стоял, сложив руки на груди, но в эту же секунду я услышал шепот его голоса прямо над своим ухом. «Но недостаточно хорош, чтобы обмануть меня». Резко развернувшись, я скрестил руки на груди и тут же получил удар ногой в грудь. Мое тело полетело сквозь ветви, лицо ужасно прижигало от царапин, которые они наносили. Так я вывалился на поляну, нужно было срочно замедлиться, поэтому, совершив кувырок назад, я оттолкнулся руками от земли и приземлился на водную гладь. «Теневой клон, значит?» – пробубнил я под нос. Два Джирайи спокойно двинулись ко мне. «Ха-ха! Уж не думал ты, что я так легко поведусь на твои уловки? Я отшельник с горы Мьябоку!» Наставник встал в причудливую позу, улыбаясь. Что за позер? Зато у меня есть время подготовить свою ловушку. Мой теневой клон, который все еще сидел в засаде. В целом я предполагал, что Санина такими простыми трюками не одурачить. Оттого заблаговременно и создал его. Но учитель оказался быстрее, и удар был неожиданным. Так что двойник не успел меня защитить. Теперь же это дает шанс для хорошей атаки. Нужно лишь немного времени. Я сделал вид, что слежу за наставником. Тот продолжал свое пафосное представление. «Мудрый и бессмертный дух. Я мудрец Жабьей горы? Ха-ха!» Как только он закончил, из-под земли вырвалась пара рук, которые схватили клона Джирайи за ноги, утаскивая вниз. Я тоже не терял времени и в два прыжка оказался рядом с противником. Санин резко совершил комбинацию ударов, но было заметно, что они не нацелены наносить серьезные увечья, уворачиваясь от очередного. Я резко присел, совершая круговой удар в приседе. Попадание по обеим ногам вывело моего оппонента из равновесия. Он боком стал падать на землю. Там его уже ожидал мой клон, который должен был впечатать Санина в землю и удерживать. Казалось, все идет по плану, однако в руке Джирайи появилось синее сияние. Шар энергии резко увеличился. Он, что есть мочи, приложил его в место будущего падения. Волна энергии тут же создала кратер, уничтожая моего клона и отбрасывая меня назад к водоему. Едва мой вестибулярный аппарат пришел в норму, Санин уже оказался рядом со мной, сделав несколько точных ударов в грудь, а после совершая пинок с разворота. Его деревянные гетто болезненно врезались в мое тело, ударяясь о водную гладь. Я быстро сложил ручные печати. Когда угол обзора позволил мне атаковать, я произнес: «Стихия огня! Техника великого огненного шара!» Массивный ком огня понесся на мчащегося добить меня оппонента. Благодаря тренировкам я понимал, что обойти столь большой поток пламени физически сложно, особенно учитывая расстояние. Это значит, что у меня есть около 30 секунд, дабы занять оборонительную
идеальную стойку. Только я успел устойчиво встать на водной глади, как центр моего огненного шара пронзила мощная водяная струя. Пламя буквально разрезало на две половинки, как какой-то фрукт. Поток воды неумолимо приближался ко мне, поэтому пришлось сделать резкий кувырок в бок. На месте моей атаки уже вовсю вздымался пар. Через секунду я увидел там два силуэта. Джирай стоял рядом с жабой, положив ладони на ее спину. Это землеводная выглядела крайне странно. На зеленой спине красовался красный бант, щеки были в румянах, а на губах помада. «Спасибо тебе, Гамарики-сан. Дальше я справлюсь», — ответил Санин, ухмыляясь. «Ты уверен, Джирай сладенький? Этот мальчик, похоже, настроен серьезно», — произнесла жаба, глядя на меня своими большими глазами. «На это я и рассчитываю», — спокойно проговорил он. Призванная эксцентричная жаба испарилась. Наставник слегка приблизился, после чего сказал: «Ты хорошо освоил технику огненного шара. Хотя чему тут удивляться, ты ведь учиха». «Ха, довольно странно слышать это, учитывая то, как легко вы его разрушили», — прокричал я, наблюдая за движениями врага. «Знаешь, не люблю полумер. Так же, как и битвы в половину силы. Не пора ли тебе показать мне свои навыки, а не обычные фокусы?» Язвительно подстегнул меня жабий мудрец. «А не боитесь проиграть, Джирая-сенсей?» С насмешкой ответил я. «Самоуверенности тебе не занимать, сопляк. Но сейчас мы узнаем, сможешь ли ты ответить за свои слова». Мой оппонент слегка наклонился, выставляя свою шевелюру вперед, а после чего прокричал: «Техника колючего залпа!» Его волосы тут же превратились в нечто, напоминающее сэмбоны. Сотни игл полетели по направлению ко мне. Выбора не оставалось. Я активировал шаринган. Время вокруг меня стало замедленным. Выхватив катану, я тут же выставил ее перед лицом, повернув лезвие. Несколько иголок со звоном отскочили. Два прыжка в сторону для того, чтобы избежать попадания в руку. Пируэт и острые шипы пролетели, лишь слегка задев форму. До Санина оставалось пара метров. Несколько взмахов крест-накрест отбили концентрированный натиск техники. Подпрыгнув, я сделал переворот в воздухе, чтобы выйти из поля атаки. Вырвался крик из моего рта, после чего, выставив клинок вниз, я направился прямиком на противника. Звон. Острие катаны, столкнувшись с волосами, которые приняли форму щита, отскочило. Инерцией меня отнесло назад. Один глаз Санина выглянул из-за массива шевелюры. «Теперь становится интересно. Прекрасное владение шаринганом. Даже ранений не осталось. Посмотрим, что же ты еще можешь». После утренней тренировки моя чакра восстановилась не полностью, а вот у Джирая ее наверняка много. Мне нужно совершить точную атаку, иначе меня тут же подловят. Делать нечего, придется подпустить его ближе. «Вы так не желаете подпускать меня близко, сенсей? Неужели боитесь, что мой тайдзицу превосходит ваше?» – провокационно заявил я. «Если у тебя кончились техники, так и скажи, я пойму», – парировал тот, вставая в полный рост. «Сейчас и узнаете». Сложив печати, я активировал технику водяной стены, которую обычно использует Рин в 10 метров от себя, и тут же применил Катон Хосенка но Дзюцу. Использовать большой огненный шар слишком чакрозатратно, поэтому я решил, что лучше создам много маленьких, которые дадут мне желаемый эффект. Когда небольшие комки огня полетели в стену, они образовали паровую завесу. Хватит ее ненадолго, а потому нужно действовать быстро. Я моментально создал 4 клонов, каждый из которых исполнит свою роль в моем спектакле. Тройка со мной посередине двинулась сквозь завесу и тут же столкнулась с клонами Джираи. Один из них схлестнулся своим кунаем с моей катаной. «Надо же, я так рад, что мы думаем об одном и том же!» Звонко засмеялся наставник. На моем лице мелькнула мерзкая улыбочка. Слегка ослабив хватку, я позволил кунаю учителя проскользнуть вниз, после чего крутанул лезвием, задевая его косым рубящим ударом. Клон рассеялся, пар улетучился, и оказалось, что остальные двойники уже побеждены, а вот Джирай имел в запасе еще одного. «А вот клоны плоховато справляются с работой оригинала», — продолжил издеваться мудрец. «Это вы точно подметили». Выдохнул я, собираясь силами. Сенсей прав, хоть теневые клоны полностью копируют оригинал, но они довольно уязвимы и привыкли умирать. В моем понимании их цель – помочь передать опыт о противнике, а не делать работу за хозяина. Мои клоны не ставили цель выжить, им лишь нужно было отследить движение и сократить численность противников. «Тогда проверим твою интуицию, нападай!» Я бросился вперед. Придется использовать еще немного чакры. За несколько метров до оппонента я создал еще одного клона. Тот тут же принял на себя весь удар. В исчезающей дымке блеснул мой клинок. Я бил наотмашь, желая задеть обоих. К сожалению, попал лишь в одного. Клон Джираи рассеялся.
«Это же жульничество», – сказал тот, крутя указательным пальцем. Безмолвно из руки вылетел кунай. Наставник легко его поймал. «Но это уже совсем несерьезно. Даже как-то обидно, что ты так недооценил меня». Сзади на мое плечо кто-то положил руку. «Это конец Обита», – произнес очевидно клон жабьего мудреца. «Если бы, учитель, если бы», – произнес последние слова клон, прежде чем рассеяться. «Чего?» Моментально я снял технику превращения с куная и стал с собой. Ухватившись за руку сенсея, мои глаза блеснули алым пламенем, моментально погружая его в гензюцу. Мы оказались в воссозданной мной иллюзии. Джирайю окружали сотни моих копий, которые не были реальны. Я внушил ему численное превосходство. На большее чакры попросту не хватит. Я бы не стал делать ставки лишь на гензюцу, ведь использовал его больше для допросов, нежели иллюзий. «Кажется, вас было меньше», – ответил он, пятясь назад. Конечно, было бы эффективно нанести несколько ударов клинком, но причинить вред учителю даже в таком серьезном бою я не могу. Исходя из этого, я методично находил моменты и совершал атаки руками и ногами. Через несколько серий Джирайя присел на одно колено. Последний удар пришелся по лицу, из-за чего с разбитой губы потекла кровь. «Очень неплохо. Несмотря на такой большой расход чакры, ты все еще поддерживаешь гензюцу. Приятно было взглянуть на подобный контроль. Ты молодец, Обита, но пора это заканчивать. Я как раз успел восстановить силы». Джирайя сложил ладони вместе. Мои глаза уловили, как огромный поток чакры вырывается, разрушая барьер моего гензюцу. Он что, просто играл со мной? Фу, выплюнул кровь мой оппонент. Это становится все более интересно. Однако я чувствую, что ты все еще не серьезен. Я бы не хотел нанести вам вред, иначе как же вы потом меня обучать-то будете? Сказал я, сжав сильнее рукоятку катаны. Ха-ха-ха, доброе дитя. Хотя я и просил драться в полную силу. Ты жалеешь меня из-за того, что не видишь во мне врага? Что же, справедливо. Раз тебе нужен повод, то я его предоставлю. Джирай отскочил назад на берег. Я последовал за ним, чтобы вновь не получить порцию игл. Но как только мои ноги ступили на сушу, жабий мудрец до крови укусил себя за палец. Затем приложил руку к земле. Черные символы со скоростью молнии расползались в разные стороны. В центре, где стоял наставник, образовался черный круг с огромным символом. Изучая фуинзюцу, я понял, что оно означает «призыв», а перевернутость его свидетельствует об обратном призыве. Дело дрянь. Как только я это понял, мы тут же оказались в странном месте. Оно напоминало мне живой организм. Стенки, пол, потолок. Все это пульсировало, выделяя из себя едкую слизь. Мои ноги тут же завязли. Я едва сохранял равновесие. Техника дробления жабьего желудка. Очень скоро тебя поглотят его стенки и растворят. «Учитель, по-моему, убивать ученика не самая хорошая затея», – прокричал я, глядя на каменное лицо Джирайи. «Если ты не способен доводить дело до конца, то и сохранить секреты фуинзюцу не сможешь. А я говорил, что ненавижу сражения в половину силы. Я не могу нанести вам такой урон, вы ведь не враг». «А я и не про урон говорю. Даже до меня доходили вести о парнишке из клана Учиха, которого называют «Призрачный клинок листа». Прозвище просто так не дают, Обита. Я заставлю тебя быть серьезным, ведь от этого... Хотя нет, пока рано о чем-либо говорить». Жабий мудрец выглядел крайне злым. Его обычно добродушное лицо сменилось на ужасающее, даже садистское. Кажется, будто бы его устроит любой исход. Демонстрация моей силы или смерть. Значит ли это, что его подозрение не просто моя мнительность? Если так, то я не проиграю и докажу, что достоин. Кислота начала заполнять жабий желудок, а стенка интенсивно сокращаться, все сильнее сжимая меня. Выбора нет. «Потом не жалуйтесь, сенсей», – прошипел я, активируя камы. Мое тело тут же перенеслось в другой мир. Легкая боль в глазах и отдышка от сдавления сводами жабьей внутренности. «Обита!» – радостно воскликнул Гуру-Гуру, подскакивая ко мне. «Ну как, уже стал сильнее? Хотя это не важно. Раз так дышишь, значит все еще слабачок. Хе-хе». Паршивец. Было бы больше времени, точно его бы треснул. «Эй, смотри, я тут понял, что могу предсказывать будущее!» Гуру-Гуру показал свой рисунок. «Видишь, тут я показываю тебе свой рисунок. Милый, правда? А вот это ты со злобным лицом на меня кричишь. Какой же ты страшный, фу!» На его мазне я выглядел действительно неприятно. Маленькое тело и большая голова, тонкие руки-палочки и лицо, как будто мне кирпичом по нему ударили. Я выхватил листок, желая скомкать его. Гуру-Гуру упал на колени, протягивая руки к своему творению. «Нет, рисуночек!» Театрально грустно
Грустно промычал он. Я опустил голову вниз. И правда, этот странный Зетсу старался. Даже цвет одежды нарисовал. Я вернул ему листок. Выдохнул и встал с колена. «Плохо видишь. Хороший рисунок», – тихо пробубнил я. «Чего-чего? Я не ослышался? Тебе понравилось?» «Да, не заставляй меня повторять, а то выброшу его в бездну». «Ой, злюка-бука, ты то есть сопливый босс?» «Мне пора». «Уже уходишь?» «Да. И куда же?» «На поиски силы, как я обещал», – сказал я, разминая руки. «И еще кое-что. Ты забыл дорисовать мне злобные красные глаза». «Черт, вот ведь дурак, я дорисую. И еще можно пару какашек?» «Твою ж. Вечно все портишь, гуру-гуру». Хе-хе-хе. Под его металлический смех я сконцентрировался и отправился назад. Джирайо уже ожидал меня на поляне. Он терпеливо сидел на земле со скрещенными ногами. «Ну и ну, вот она та самая сила глаз Учиха. Не каждому дано ее увидеть, я прав?» «Откуда вы знали?» – серьезно спросил я, готовясь к атаке. «Интуиция. В моем деле без этого никуда, знаешь ли». Ха-ха-ха. Вновь добродушно посмеялся сенсей, после чего поднялся и сказал: «Кажется, время заканчивать. Не волнуйся, больно будет лишь миг». Я промолчал. Мои алые глаза бегали, улавливая малейшие движения наставника. Несколько клонов вышли с разных сторон. Атака началась одновременно со всех направлений. Иглы, пламя и многое другое градом посыпалось на меня. Но это не имело значения, ведь раз дело зашло так далеко, я не дам ему победить. Я бросил несколько дымовых шашек и методично, телепортируясь за спины клонам, уничтожал их, быстро и бесшумно. Остался лишь оригинал. Перенеся себя в тыл к Джирайи, я приготовил клинок. Мой разум будто бы впал в буйство. Казалось, что мне хотелось убить мудреца за его чертовски точные догадки. Однако Санин был готов. С разворота, нанося удар большим расенганом. Я ни капли не удивился, ведь исчерпал запас этой эмоции в течение битвы. Несмотря на это, меня заинтересовала победа. Рука жабьего мудреца пролетела сквозь мое тело, инерция его потянула вниз, лишая равновесия. Слегка повернув голову на бок, я дождался, пока тело полностью пройдет сквозь меня и, не глядя, ударил правой ногой с полуоборота. Я вложил максимум силы в эту атаку. Тело сенсея отлетело на несколько метров. Стоя на четвереньках, он сплюнул кровь и сказал: «Гендзюцу». «В этот раз интуиция вас подвела», – спокойно ответил я, подходя к нему все ближе и ближе. «Бой не окончен, пока кто-то из нас не получит достаточное увечье или не сдастся», – с насмешкой процедил Санин. Моя рука подняла катану вверх. Один точный удар лишит его остатков сил. Всего один. Этот человек точно меня подозревает. Надо избавиться от него, иначе в будущем это станет проблемой. Он слаб. «Я сильнее», – всплывал голос в моей голове. Я несколько раз выдохнул. К черту такие мысли. Сила должна начинаться изнутри. Всю прошлую жизнь я был убийцей, который забыл обо всем человеческом внутри себя и позволил контролировать свое сознание. Дал волю ненависти. И даже сейчас иногда они всплывают, словно старые раны, напоминая о себе. С криком воткнул я клинок в землю. «Если вы после такого не сдадитесь, то я уже не знаю, что еще вам показать». После этого я плюхнулся на землю, скрестив руки на груди и надув щеки. Джирайо несколько секунд удивленно моргал глазами, а потом лег на спину и громко расхохотался. «Что смешного, Джирайо-сенсей?» «Прости, Обита, просто я не ожидал такой впечатляющей концовки. Ты правда очень добрый юноша, не зря Минато выбрал тебя своим преемником». «Но что, если бы я не остановился?» – спросил, не понимая похвалы. «Ну пока ты там пропадал, у меня было время подготовиться. Режим Санина уже был готов. Ну, почти. И тогда бы мы продолжили». Вряд ли бы меня хватило на использование Сусана для противоборства искусству Санина без последствий для глаз. Даже сейчас я испытываю легкий дискомфорт, хотя я не перешел грань своих возможностей. Нервно засмеялся я, понимая, что победа над тьмой внутри себя оказалась весьма полезной. «В любом случае, я сдаюсь. Устал, хоть и было весело. Пожалуй, давно я уже так не развлекался. Правда, тогда их было 3. 3? Да, не суть важно. Я так предаюсь воспоминаниям, как старик. Черт, из-за тебя все». А я-то тут при чем?» – возмутился я. «Вы и правду старикан?» «Так значит, ты врал? Вот ведь паршивец. Где ваша хваленная интуиция, сенсей-извращенец? Вот сейчас я отдохну и наваляю тебе по шее за такое неуважение.
неуважение. Неуважение – это приставать к молоденьким девчонкам. Как стану офицером военной полиции Конохи, поставлю несколько человек у общественных бань. Нет, прошипел Джирайя. Ты не посмеешь. Это же лишит меня материала для книг. А вот и посмею. Тоже мне похабщину писать. Ты даже не читал. И не буду. Я разбогатею и пришлю тебе копию, чтобы ты знал, что упустил. Мы припирались несколько минут, пока не устали окончательно. Воцарилось молчание. Когда мы улеглись на траву, кажется, Джирайя слегка обиделся. «Сенсей, ну чего тебе, глупый мальчишка?» Про бани я пошутил. Жабий мудрец немного помолчал, а затем спросил. «Не обманываешь?» «Хм», выдохнул я. «Нет, только на глаза не попадайтесь, покрывать вас не буду». «Вот и договорились. Я знал, что ты тоже ценитель искусства, Обита», повеселел тот, радостно барахтаясь на траве. Может быть, я возьму тебя с собой и покажу моменты создания моего шедевра». «Еще чего, у меня девушка есть, мне этого не нужно». У тебя на лице написано, что ты девственник». И что? При чем тут это? Что? Правда девственник? Чертов старый извращенец! Прокричал я, ударяя его локтем в солнечное сплетение. Хоть этот старик совершенно не знаком с деликатностью и банальным чувством такта, отчего-то мне было весело. Словно он действительно душой остался крайне молодым, непосредственным и уникальным. Мне кажется, мы обязательно подружимся. После такой битвы нам обоим пришлось потратить время на отдых. По мнению Джирайи, лучшим способом восстанавливать силы являлась медитация. После тренировок с нянята для меня это довольно просто, но было печально тратить драгоценные минуты нашей тренировки на такое. Я терпеливо сидел и сосредотачивался, то и дело приоткрывая один глаз, чтобы глянуть на Санина. «От того, что ты на меня так пялишься, чакра быстрее не восстановится», буркнул он, возмущенно приподнимая бровь. Я выдохнул. По сути, он прав. Фуинзюцу требует довольно большое количество духовной энергии, и если у меня ее будет недостаточно, я просто рухну на землю, лишенный сил. «Я понимаю, просто не хотелось бы терять времени», – тихо ответил я, вновь стараясь сконцентрироваться. «Твое усердие похвально, но доводить себя до изнеможения крайне глупая идея. К тому же твоим глазам тоже нужен отдых». Его акцент на моем шарингане слегка смущает. Я до последнего не хотел использовать способности Мангёку, но жабий мудрец, кажется, был настроен серьезно, когда переместил меня в желудок, пытаясь растворить. Он явно хотел узнать все, что только можно, прежде чем делать выводы обо мне. Теперь же эта проблема не дает мне покоя. «Сенсей, я хотел вас кое о чем попросить», – неуверенно проговорил я. «Хочешь, чтобы я молчал о твоих способностях, да?» – совершенно спокойно спросил тот. «Как вы...» «Да, именно об этом. Для меня это и правда важно». Джирайя открыл глаза и положил руки на колени. Я всмотрелся в него, подкрепляя свои слова холодным взором. «Само собой, я никому не расскажу, балда!» – возмутился он. Ты думаешь, я бы стал подвергать ученика опасности?» – воскликнул он, разводя руками. «Хоть я и не учиха, но даже мне понятно, что такая сила должна оставаться в секрете. Тем не менее, я более чем уверен, что многие уже догадываются о ее существовании». «Вы правы. Как бы тщательно я ни старался скрывать, бывали моменты, когда ее приходилось использовать». «Обита, если ты активируешь подобную силу для защиты других, тут нечего стыдиться. Всего не предугадаешь, к сожалению. И раз уж так вышло, то мне, как и Минато, необходимо обучить тебя. Ты ответственен не только за силу этих глаз, но и за секреты фуинзюцу, которые доступны не каждому. Помни это». «Да, я готов». С этими словами я вскочил, будто бы получая заряд бодрости. Джирайя добродушно рассмеялся, медленно поднимаясь с земли. «Хорошо, хорошо, твой энтузиазм просто заразителен. Давай приступим к тренировке». «Есть. Для начала скажи мне, в чем была твоя ошибка во время боя?» – спросил великий Санин, сложив руки на груди. Может быть в том, что я использовал способности шарингана, но не просчитал шаги наперед?» «Хорошее предположение», – кивнул мудрец. «Но нет». Быстро осознал я. Среди моих техник совершенно не было фуинзюцу. «Именно. Насколько я понимаю, Минато уже успел тебя кое-чему научить, и я прав?» «Да». «Но ты полагаешься лишь на давно известные тебе техники, те, что уже заучил до автоматизма». «Наверное», – пробормотал я, почесывая затылок.
Но как только тебя лишают возможности проводить эти дзюцу, ты тут же прибегаешь к шарингану. Более того, хоть и прекрасно владеешь им, но ужасно торопишься. Фактически, ты выложил все козыри на стол, не подумав о том, что бой еще не окончен. Джирай ужасно обрадовался своей карточной аналогии, довольно кивая головой. Припираться на этот счет было глупо, все же со стороны ему виднее. «Так вот», – продолжил он, – «ты изучил что-то из фунзюцу?» «Да, я владел и совместил высвобождение техники и незримую печать. В результате вышло что-то вроде ловушки». «То есть ты просто создал взрывную печать?» – в легком недоумении спросил Джирая. «Не совсем так. Мои печати не просто взрываются, они высвобождают любые техники, туда запечатанные. Я пока смутно понимаю, какое количество способен туда вместить, но, используя огненные шары внутри них, довольно эффективно устраивал ловушки». Вот как? И они невидимы? Для большинства да. Они что-то вроде охранной системы, ведь все эти печати имеют свой радиус реакции и даже способны сами опознать цель. «О, нарисуй ее, я хочу глянуть!» Воодушевленно воскликнул Санин, доставая свиток. Я старательно вырисовывал символы, вспоминая каждый круг и расположение знаков, дабы создать работающую печать. Когда я закончил, Джирая внимательно рассмотрел мое художество. «Ты очень старательно подошел к этому делу, хотя на третьем круге слишком много переменных. Это замедлит скорость зарабатывания печати. Если шиноби опытный, он сможет увернуться», – заключил учитель, указывая мне на недостатки. «Но я сейчас покажу тебе, как уменьшить затраты чакры и повысить скорость». Я был поражен. В эту минуту Джирая и правда выглядел как настоящий сенсей. Он тщательно исправлял мои символы, объясняя, где я ошибся. Неописуемо полезный опыт. Мы испытали обе печати, и его работа оказалась во много раз лучше моей. От этого мне стало чертовски обидно, ведь моя гордость была просто разрушена. Рассмеялся сенсей, взъерошивая мои волосы. «Что такое? Неужели кто-то расстроился?» Он вытянул губы в трубочку, раздражающе поигрывая бровями. Я сжал свиток в руках, чувствуя прилив негодования. Что за ребячество? А самое главное, почему я на него ведусь? Телом старик, а внутри дитё. Неудивительно, что у вас с девушками все плохо, учитель, заключил я, грустно вздыхая и кивая в такт своим словам. Лицо Джирая скривилось, а глаз нервно задергался. «Гаденыш! Между прочим, у меня много подружек». «Девушки на час не в счет». Прошипел он, после чего попытался найти аргументы в защиту, но пораженчески выдохнул и перевел тему. «Продолжим. Сейчас я научу тебя технике призыва». «Но, сенсей, я уже заключил контракт», – ответил я. «Чего? То есть ты еще не совсем бесполезный? И что вы вообще до этого обо мне думали?» – воскликнул я с явным недовольством. «Ну и ладно. Не очень-то и хотелось научить тебя заключать контракт с жабами», – произнес тот, но, судя по его лицу, был явно разочарован. Ну раз уж я завел об этом речь, то узри же мою технику призыва». Я хотел остановить его, но Джирая, кажется, уже задался целью впечатлить меня. Прикусив палец, он стукнул ладонью о землю. Тотчас рядом с нами образовалась уже знакомая огромная жаба. Где враги?» – пробасила она, положив одну лапу на свой клинок. «Эй, Гамабунда!» – крикнул Санин, махая рукой. «Все в порядке, я просто хотел показать тебе этому маленькому выскочке!» Жаба выпустил дым изо рта, после чего обратила свой взор вниз. «Показать? Выскочки? Привет, малыш Обита, ты подрос!» – ухмыльнулся Гамабунта, наклонившись ко мне. «Привет, здоровяк, давно не виделись!» Приветливо помахал я рукой. «Так вы знакомы?» – удивился Джирая. «Да, Минато-сенсей, обучая меня основам, сделал то же самое, что и вы». Ну это же ожидаемо. Все же самое лучшее перенял от учителя. Неловко захохотал Джирая. Я и Гамабунта окинули его недоверчивым взглядом. «Позер», – пробубнил я. «Согласен», – ответил Гамабунта. «Эй, я все слышу. И вообще, давай показывай свой призыв. Если уж ты не пошел по стопам Минато и не заключил контракт с жабами горы Мьебоку, то это должен быть поистине могучий зверь. Давай, я жду». Великий Санин задрал голову вверх в ожидании и правда чего-то сверхбольшого и мощного. «Учитель», – попытался объяснить я, но Джирая и слушать не хотел. «Ну же, не заставляй нас ждать». Я выдохнул, вырвал волос и сложил печати. Ударив ладонью по земле, тело нянята моментально появилось у меня под ногами. Он тихо мирно спал, как и всегда. Боги, какой стыд.
Обита?» – вопросил мудрец. «Ты уже закончил? А то я ничего не вижу». Кажется, в этот миг мое лицо покраснело от глупости этой ситуации. Чертов котяра так и продолжал дрыхнуть. «Эй, Джирайя, он внизу!» – проговорил Гамабунта, кивком указывая на Нинека. Санин опустил глаза вниз и пристально вгляделся. По его лицу было сложно понять отношение к этой ситуации. «Нинека? Впервые вижу, чтобы эти существа хоть с кем-то заключали контракт. И, кажется, он помер?» Жабий мудрец присел на одно колено и протянул руку к нянята. Уши Нинека дернулись. Зеленые глаза моментально открылись, а шерсть поднялась дыбом. Он моментально сделал скачок, нанося несколько ударов лапами. Несмотря на неожиданную атаку, Джирайя быстро сориентировался и легко отбил ее. Однако было видно, что этот маневр слегка вывел его из равновесия. Нянята же запрыгнул мне на плечо, зашипел пуще прежнего и прокричал: «Жабы! Они пришли мне отомстить! Я же не знал, что те головастики не рыбки, и еще и страшного старика привели!» Воцарилась секундная тишина. Удивлены были все, кроме меня. Я виновато вздохнул. Взял нянята за шкирку и поставил на землю. «Никто не собирался тебе мстить. Гамабунту ты и так знаешь, а тот, кого ты обозвал страшным стариком, является одним из великих санинов». «Про старика мог бы и не повторять», – обиженно буркнул Джирайя. Нинек окончательно пришел в себя и внимательно всех осмотрел, после чего повернулся ко мне и сказал: «Глупый мальчишка, я ведь просил тебя не призывать меня в обеденное время». «Да у тебя постоянно обеденное время», – возмутился я, грозя ему кулаком. «Нет, просто ты, бестолочь, не можешь запомнить временные промежутки». «На драку нарываешься, блохастый разжиревший кусок меха?» «Не, давай». Пока мы обменивались любезностями, Джирайя захохотал во все горло. Я быстро переключился и поклонился ему. «Прошу простить, нянята имеет скверный характер, но он многому меня научил. Пожалуйста, не обижайтесь на него». «Ха-ха-ха! Это... напоминает наши с тобой деньки в юности, да, Гамабунта?» Все еще смеясь спросил великий Санин, хлопая жабу по лапе. «Сколько же раз мы дрались? Ностальгия!» – ответил тот, ухмыляясь. «Ваши сопли, конечно, интересные, но почему не ты вообще извиняешься, Обита? Я старше этого человека, и уж тем более лягушки-переростка!» – сердито бурчал Нинека, вылизывая себя. «Этот меховой комок либо очень смелый, либо веришь, что у него в запасе есть еще парочка жизней», – процедил Гамабунта, поигрывая лапой на клинке. Джирайя с интересом смотрел на Нинека, задумчиво почесывая подбородок. «Раз ты такой опытный, то и знаний, небось, немало имеешь. В его голосе звучал знакомый лукавый оттенок. «Не, естественно. Даже среди соплеменников я считаюсь одаренным, не», – начал хвастаться нянята. «Да неужели?» – театрально удивился жабий мудрец. «Я слышал, будто бы у Нинека есть особые техники взаимодействия с природной чакрой. Об их режиме Санина ходят легенды. Хотя я думаю, что это просто сказки, чтобы придать вашей силе хоть какой-то вес». Закончив эту фразу, Джирайя сложил руки на груди и пару раз грустно кивнул. Я перевел взгляд на нянята. Тот аж весь затрясся от злости. Не часто увидишь его таким взбудораженным. «Ничего подобного. Все это правда. Наши способности за гранью понимания глупых человеков, ня. Мы можем гораздо больше, чем глупый режим Санина, ня». «Да ну!» – съязвил сенсей. «То есть ему и научиться можно?» «Естественно!» В этот момент кот-ниндзя понял, что его просто обманули как котенка. Хоть я и знал, что Нинека способны с помощью мурчания и контакта передавать часть своей чакры, однако до конца секретов своего народа нянята не раскрывал, как бы я ни просил. Более того, он утверждал, что научиться этому не представляется возможным. «Вот как!» – протянул Джирайя, довольно ухмыляясь. Затем он встал на ноги, отряхнулся и, повернув голову, сказал мне: «Думаю, я дал тебе неплохую наводку. Нинека весьма хитрые существа. Они частенько ищут личную выгоду, даже несмотря на дружеские чувства. Теперь ему не отвертеться. Ха-ха-ха». Нянята глянул на меня. На его черной мордочке читалось полное поражение. Я усмехнулся и погладил его по шерстке. «Видишь, даже среди людей есть те, кто способны обвести тебя вокруг пальца». Думаю, очень скоро тебе придется сгонять накопленный жирок. От тренировок точно не увильнешь.
«Нет», – взмолился тот, падая на землю. «Я недавно повредил лапку, не могу. И вообще, я не обязан тебя учить». «Да ну, значит и я не обязан тебя подкармливать каждый раз, как твоя жена тебя из дома гонит. Живи на улице и кушай на помойках». Нет, ты не посмеешь». «Проверим?» – усмехнулся я, чувствуя свое превосходство. «Ты злой, мерзкий, глупый мальчишка. Манипулятор». «Ну, так ты согласен?» Черт с тобой. Я не должен тебе выдавать все секреты, но кое-что сделать могу». «Да!» – радостно воскликнул я, а Джирайя-сенсей несколько раз довольно кивнул. «Связь между человеком и призванным существом не должна иметь изъянов. Мы доверяем друг другу жизни, именно для этого и существует контракт. Это же не просто бумага или средство перемещения, это клятва». «Да понял я, понял. Я живу дольше вас, и осознаю это как никто другой, А теперь верни меня назад. Мне нужно готовиться и просить разрешения у старших, «Спасибо тебе, нянята». «Спасибо в миску не положишь». После этого призванные существа отправились назад. Я и Джирайя вновь остались одни. Жабий мудрец все еще довольный смотрел на меня. «Контракт с Нинека, ты действительно умеешь удивлять. Как же так вышло, что этот сварливый котяра согласился? Существа, что проживают не одну жизнь, редко связываются со смертными вроде нас». Скажем так, я оказал ему большую услугу. Великий Санин ничего не ответил, лишь несколько секунд задумчиво смотрел на меня, затем кивнул и продолжил. «Честно говоря, я теперь даже и не знаю, с чего начать твое обучение. Ты явно выше уровня новичка, но средней ступени достигаешь с натяжкой. Чтобы научить тебя чему-то более продвинутому, нужна не одна неделя, а у нас, увы, нет столько времени». Я озадаченно почесал затылок. Признаться, я полностью с ним согласен. В целом я имею представление о работе некоторых печатей, но даже учитывая опыт из прошлой жизни, мне необходимо больше знаний, чтобы пользоваться ими как Минато-сенсей. И тут я вспомнил о цели своего визита к учителю. «Свитки!» – воскликнул я, хватаясь за сумку на поясе. Минато-сенсей, пока был на миссии, дал мне задание разобраться в действии печати, которую он сделал. Ого, а он действительно серьезно подошел к делу? Да, только я так и не смог полностью всего понять. Быть может, вы мне поможете? Естественно. Для великого жабьего мудреца с горы Миябоку подобное просто пустяки. Давай, показывай. Я развернул свиток и положил его на землю. Самодовольная улыбка с лица Санина тут же исчезла. Он вытаращил глаза, бегая по нарисованным символам своими очами. «Учитель?» – обеспокоенно спросил я. «Вы в порядке?» Да, естественно». Джирайя так фальшиво засмеялся, что мое лицо непроизвольно скривилось. «Вы что, не понимаете, что это за печать?» С чего ты взял? Да у вас лицо такое же, как у меня, когда я свиток в первый раз увидел. Не сравнивай меня с собой. Тьфу, сейчас я тебе покажу, как это делается. Великий Санин поставил палец в центр печати и начал хаотично водить им по свитку. Он что-то бурчал себе под нос, и в конце концов на его лице засияла прежняя самодовольная ухмылка. Вот оно что, Минато, а ты действительно превосходишь все ожидания. «Вы все поняли?» – опешил я. «Естественно. Тут же все написано». Я слегка приподнял одну бровь, всем видом показывая, что Великий Санин забыл о разнице в наших уровнях. «Ну ладно, не смотри на меня так. Тут и правда нет ничего особенного, тебе лишь нужно вспомнить основы. Давай так, расскажи мне, что ты видишь на этой печати». Я присмотрелся к символам. На первый взгляд все непонятно. Куча знаков, которые хаотично соединены между собой. Несколько минут я вглядывался, стараясь вспомнить все, что учил. И когда уже совсем отчаялся что-либо понять, в моей голове всплыли знания из прошлой жизни. Ведь я же призвал Девятихвостого в центре Канохи. Тогда мне пришлось потратить время на изучение некоторых особенностей фунзюцу, чтобы мой ужасный план прошел гладко. А в этот миг символы стали обретать смысл. Меня словно озарило. Я увидел отчетливые круги, соединенные между собой мостиками. Судя по выражению лица, кажется, что ты все понял. «Я не уверен, но попробовать стоит», – сказал я, приложив руку к подбородку. Первым делом я указал пальцем на центр печати. «Здесь идет концентрация чакры. Этот символ рассчитан на то,
то, что выдержит большое количество энергии. Я думаю, он должен что-то поглощать. Задумчиво буркнул Джирайя. Продолжай. Да, рядом с ним несколько небольших символов. Возможно, через них переходит чакра от создающего печать. Сенсей объяснял, что гораздо проще создать несколько небольших меток для чакроприемника, чем один большой. Неплохо, неплохо. Дальше. Все так же задумчиво отвечал жабий мудрец. Далее идет переход на второй уровень. Эти символы мне во многом непонятны. Их так много, как будто бы они нарочно наслаиваются один на другой, чтобы создать непрерывную цепочку. И что же это, по-твоему? Я боюсь ошибиться, но мне кажется, что это скорость, с которой должна работать печать. Интересные предположения, отметил Джирайя, сложив руки на груди. Его взгляд становился все более внимательным. Почему же ты так решил? Этот вопрос ввел меня в ступор. Честно говоря, мне кажется, будто бы я встречался с чем-то подобным тогда, давным-давно, но я же не могу ему об этом сказать. Я просто выбрал этот вариант методом исключения, ответил, неловко улыбаясь я. Даже так? Что ж, неплохой путь для рассуждений. Продолжим? Да, третий круг для меня оказался слишком сложным. Он короткий, растянутый, символы тут идут через точки, будто... Отрезки? Да, такое ощущение, что это расстояние. Неужели это... Я осекся. До меня дошло значение этой техники. Хирайшин-дорай. Техника, базирующаяся на способности Минато-сенсея, летящий бог грома. С помощью нее учитель смог перенести бомбу Хвостатого на безопасное расстояние от Канохи. Вот почему здесь стоит символ перемещения и огромное количество чакры, скорости, координаты, куда ниндзя желает переместить направленную на него технику или даже человека. Не удивлюсь, если среди этих символов написана формула техники летящего бога грома. «Обита?» – вопросил Джирайя, похлопав меня по плечу. Что? Ты на минуту замолчал, вот я и забеспокоился. Что же ты понял? Да ничего, в общем-то. Не лги мне. Резко и кратко отрезал сенсей. Его глаза смотрели строго и даже требовательно. Он прекрасно осознавал. Я мог разгадать, что же это за техника. Если не выскажу свои мысли, то могу вызвать подозрение. Выдохнул я. Мне кажется, это пространственно-временная техника. Координаты, скорость, большой поток чакры, который для этого требуется. Жабий мудрец похлопал в ладоши и улыбнулся. Неплохо. Очень даже неплохо. Ты правильно предположил. Скажу больше, ты смог прочитать столь сложные символы. Прими мои поздравления. Я облегченно выдохнул и проговорил. Все же у меня замечательные учителя. Ну да. Только есть одна загвоздка, ответил Джирайя тише. Откуда тебе это известно? О чем вы? Эти символы и их значения. Посмотрев на тебя в бою, я понял, что ты далеко не знаток фуинзюцу, а техники, которые используешь, во многом еще недоработаны. Поэтому и возник вопрос, откуда ты знаешь значение этих сложных знаков? Сомневаюсь, что Минато тебя учил чему-то подобному, а учитывая то, что он нарочно наделал тут ошибок, поставив неподходящие простейшие символы, я делаю вывод, что он просто хотел, чтобы ты их нашел, не углубляясь в остальное. Так бы поступил новичок, выискивал уже ранее изученное, а не вникал в то, о чем ему даже неизвестно. Я не отводил от него глаз. Этот взгляд смотрел куда-то в самую глубь моей души, пытаясь вывернуть ее наизнанку, словно какую-то одежду. «Но ты, — продолжил он, — не просто понял суть и разгадал написанное, но и банально не обратил на эти мелкие ошибки никакого внимания. Странный диссонанс, не находишь? Так кто же ты? Обита учиха? Простой ученик или же нечто большее?» В его словах читалась явная провокация. Если бы я не знал об этом, то воспринял бы эти слова как за комплимент. Однако я прекрасно понимаю, что эта тренировка лишь способ узнать обо мне все, что нужно. Я не успеваю отдохнуть от вечных проверок этого человека. И сейчас я вновь вынужден выкручиваться, чтобы избежать дальнейших проблем. Мне неизвестно, могу ли я доверять Джирайе, даже несмотря на мою симпатию к нему. В конце концов, ради деревни и ее будущего великий Санин пошел на смерть. Поэтому порешить меня для него секундный вопрос. Нет, если я и смогу ему поведать обо всем, то только когда докажу, что заслуживаю доверия. Мне бы не хотелось оправдываться и при этом сражаться со столь сильным шиноби. Я просто сравнил это со своим шаринганом и его способностями, проговорил я, стараясь сделать это как можно более убедительно. Джирайя склонил голову на бок. Техника моего мангёку имеет схожий принцип, поэтому, если порассуждать, а на это времени у меня было предостаточно,
достаточно, то можно прийти к такому выводу. Жабий мудрец пристально посмотрел на меня. Затем прикрыл глаза и опустил голову. Через мгновение его тело затряслось. Я не на шутку запереживал, готовясь к худшему. «Джирайя-сенсей, вы в порядке?» Я коснулся его плеча. Санин поднял голову, его лицо выглядело крайне расстроенным. «А?» «Ну почему?» – воскликнул он так громко, что я аж плюхнулся на задницу. «Вы чего?» «Это нечестно. Почему, что Минато, что ты так легко все понимаете? У меня годы ушли на обучение, понимание вот этого всего. И тут появляются ученики, которые читают это все как простую книгу. Нечестно». Словно ребенок, Джирайя плюхнулся на землю, перекатываясь из стороны в сторону. Он серьезно? Это какая-то ловушка, чтобы снова меня проверить? Или он правда расстроен, что его ученики имеют талант? Я просто не могу понять, что у этого старика на уме. «Ну, будет вам, учитель», — сказал я успокаивающе. «Без вашей помощи я вряд ли смог бы думать в правильном направлении. В конце концов, вы же жабий мудрец с горы... Миябоку», — шмыгнул Джирайя, грустно смотря на меня. «Ну да. Разве вам, нужно так разочаровываться в себе? Зачем? Взгляните на Минато-сенсея, он добился всего благодаря вашему упорному труду», – продолжил я, чувствуя, как эта ситуация становится все глупее. А ведь точно», – вскочил тот на ноги. «Хоть мои ученики и талантливые, но мой опыт, красота и ум все равно на высоте». «Он это сказал вслух», – прошептал я, отводя взгляд. «А? Чего это ты там бурчишь?» – возмутился Джирайя, кажется, услышав мою критику. «Ничего, просто рад, что потешил ваше безразмерное эго», – съязвил я, высунув язык. Гаденыш, думаешь, я какой-то старик-шарлатан-неумеха? Извращенцы забыли. Эй, молчи, любовь к прекрасному полу – это важная часть мужской жизни. Ну-ка, давай, вставай. Зачем? Что значит зачем? Сейчас я докажу, что прекрасно способен обучать новые поколения шиноби. Пусть времени у меня и немного, но я покажу, что ничуть не хуже Минато. Несмотря на то, что секунду назад этот человек валялся на земле, причитая своей горькой судьбе, сейчас он полон сил и готов действовать. Кого-то мне это напоминает. Наруто действительно многое взял от этого человека, в том числе неиссякаемый оптимизм. Этот пример и правда заразителен. Да, рассчитываю на вас, сенсей, воскликнул я, вставая на ноги. Продолжение следует.